Всем привет! В этом видео я расскажу, как я вязала такую кофточку, которую я назвала «Снежинка». Связана она у меня из пряжи Alize Alpaca Royal. Эту пряжу я получила из интернет-магазина «Пряжа Су», и под видео вы увидите ссылку на магазин, на саму пряжу и на промокод, который дает 5% скидку на ваш заказ. Более подробная информация будет под видео в описании. Номер у меня 55, это белый цвет. В 100 граммах здесь 250 метров. И состав этой пряжи 55% акрил, 30% альпака и 15% шерсть. Рекомендуемые спицы 4-5, я вязала спицами 4 миллиметра. Кардиган связан на размер 52-54, можно и на 50 размер, если хочется такой оверсайз. И по сантиметрам я также скажу. Длина моего кардигана полностью 70 сантиметров. Ширина я измерила вот здесь, между подрезами, под рукавами, 62 сантиметра. Длина кокетки. Здесь нет регланных линий, так как это круглая кокетка. Длина кокетки 25 сантиметров. Рукав. Рукав я измеряла вот здесь ширину и в конце. В начале рукава примерно 18-19, немножко потянешь, 19 получается. И в конце вот здесь я измерила перед резинкой, где уже убавление не делала, в ровной части 14 сантиметров. Резинку я не измеряла. Как я здесь делала убавление, я сейчас все буду рассказывать подробно. И что еще я измерила? Высота горловины резинки на горловине 5,5 сантиметров. И ширина вот здесь планки, это цельновязанная планка, 4,5 сантиметров. На этот кардиган у меня ушло 520 граммов пряжи. Вяжется он сверху вниз с круглой кокеткой. На подобную кокетку, даже не то, что на подобную, а прямо на эту кокетку, есть у меня на канале подробный мастер-класс. И я оставлю ссылку на это видео в описании к этому видео. Единственная разница, что там я вязала тунику по кругу, эту кокетку вязала по кругу, здесь же я вязала поворотными рядами. Разница здесь в самом вязании разницы нет никакой, только при расчете. При расчете здесь нужно добавить одну петлю в конце ряда для симметрии узора. Больше никакой разницы нет. По кругу мы вяжем четные ряды лицевыми петлями, здесь мы вяжем изнаночные ряды изнаночными петлями. Все, больше никакой здесь разницы нет. Все прибавления, в каких рядах, с какой частотой я делала, здесь все точно так же, как в той тунике. Поэтому, кого заинтересует, вы можете посмотреть. Также я оставлю ссылку на, вернее, она есть, ссылка на схему под видео о тунике. Но я сразу там в видео говорила, что схему я переделала. Частоту прибавления я переделала. И количество петель я тоже там переделала. Как основу вы можете посмотреть на схему, но как именно я ее вязала, я показала в этом видео подробно. Итак, здесь связано все так же, как и в той тунике, сверху вниз. Разница, конечно, здесь есть в количестве петель и в узорах там совсем другая горловина. Поэтому я решила снять это все-таки подробное видео, тем более, что меня просили это сделать. И сейчас я подробно расскажу, сколько я петель набирала, сколько рядов вязала. Итак, я набрала на спицы 3,5, 119 петель. Вот здесь. И резинку я вязала спицами 3,5 миллиметра. А основное полотно спицами 4 миллиметра. Итак, 119 петель набрала и вязала следующим образом. У меня здесь цельновязанные планки. И поэтому я и в самой резинке вязала так. Планка, затем резинка 1 на 1 и планка. Что включает в себя планка? Планка 13 петель. 2 кромочные
и резинка 1 на 1. В этой резинке я в лицевых рядах вяжу резинку 1 на 1, в изнаночных рядах я лицевую петлю снимаю, изнаночную провязываю изнаночной. Такую планку я уже не раз показывала и часто ее использую. И после 2 кромочных резинка начинается с изнаночной и заканчивается изнаночной петлей. Дальше идет обычная резинка 1 на 1 и также со второго края планки то же самое, 13 петель. Резинка, вернее, это 13 петель резинка вместе с 2 кромочными. То есть 11 петель резинка и 2 кромочные. Всего 13 петель. Итак, 13 петель планка, 93 петли резинка 1 на 1, 13 петель планка. Всего 119 петель. Итак, я провязала спицами 3,5. По петлям я потом отдельно скажу, в каких рядах я делала отверстия для пуговиц. Итак, планка плюс резинка 1 на 1 я провязала 14 рядов. После этого я провязала 2 ряда платочной вязки, и в первом ряду платочной вязки я равномерно по всей длине горловины прибавила 8 петель. И у меня получилось между планками вот здесь 101 петля. Общее количество петель после вязания планки горловины 127 петель. И дальше я вязала планки, также провязывала в начале и в конце ряда, а там, где лицевая гладь, я вязала узор с прибавлениями, так же, как вязала его в той тунике. Я уже не буду повторяться, в каких рядах, это словами сказать труднее, чем посмотреть это. И провязала так же, как в той тунике, в тех же рядах, выполняя прибавления по кокетке, всего 56 рядов. После провязывания всей кокетки у меня на спицах было 280 петель плюс 1, это 281 петля узора, и 26 петель, это 2 планки по 13 петель. Общее количество петель в конце кокетки 307 петель. Дальше я распределила петли на спинку, полочки и рукава. На спинку я оставила 99 петель. На полочке 62 петли, по 62 петли. И на рукава 42 петли. На каждый рукав по 42 петли. И дальше я вязала азиатский росток. На этих 99 петлях, вот здесь видно, я провязала росток — 12 рядов. Да, 12 рядов. Продолжаю вязать этот узор уже без прибавлений. Дальше. Провязав росток, я сняла петли по 42 петли рукава и соединила полочки и спинку, добавив подрезы. Для подрезов я добавила по 10 петель. То есть я провязала петли полочки вместе с планкой, это 62 петли, затем 10 петель подреза, 99 петель спинка, снова 10 петель подреза и 62 петли второй полочки. Всего у меня получилось 243 петли на спицах для вязания тела. И дальше я вязала ровным полотном, без прибавлений и убавлений, вывязывая узор там, где он был, а вот здесь, где он закончился, узор, я вязала просто лицевую гладь. То есть новых полосок узора я не добавляла, только этот узор. Итак, я от подрезов вниз узором этим провязала 86 рядов. Также провязывая в каждом 4-м ряду вот эти
отверстия. Но я там все показывала, вы можете посмотреть. Или по схеме посмотреть. Это повторение здесь по ровной части повторяется с 49 по 52 ряд схемы. После этого я по планкам продолжила вязать планки до конца, а между планками вязала резинку 1 на 1. И здесь я на спицы 3,5 не переходила. Здесь я продолжила вязать спицами 4 миллиметра, так как слишком мне не хотелось, чтобы оно стягивало. И провязала 14 рядов резинки 1 на 1. Петли закрыла протяжкой, не затягивая. Дальше приступила к вязанию рукавов. Вернула на спицы эти снятые 42 петли. По подрезу набрала также 10 петель. И по ростку здесь у меня было 12 рядов, то есть 6 кромочных петель. От провязывания 12 рядов получилось. И по этим кромочным петлям я набрала 8 петель. Как набирала? Из 2 кромочных по 1 петле, затем дополнительный накид. Снова из 2 кромочных по 1 петле дополнительный накид. И еще раз из 2 кромочных по 1 петле. Из 6 кромочных получилось 8 петель. И всего у меня получилось 60 петель на начало вязания рукава. Здесь я делала убавление. Так как рукав получился у меня не очень широкий, я не вывязывала здесь клин, а стала просто выполнять убавление, убавляя петлю, оставив по центру 2 лицевые в начале, в начале ряда и в конце ряда по 1 лицевой. И по краям от этих 2 петель я провязывала в начале ряда после лицевой петли 2 вместе с наклоном вправо, и в конце ряда перед последней лицевой петлей 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так я делала убавление. Убавление сделала в 3, в 13 и в 23 ряду. За 3 убавления я убавила 6 петель, у меня осталось 54 петли на спицах. И что касается узора, я также новых узоров не добавляла, а только те, которые здесь по центру были, я продолжила вязать узор. На остальных петлях я вязала, то есть внутри рукава, вот здесь был бы шов, внутренняя часть рукава, лицевая гладь. То есть только 2 дорожки узора провязывала. Всего я провязала от начала вязания рукава, лицевую гладь вместе с вот этими 2 дорожками провязала 90 рядов. И дальше в последнем ряду я убавила 10 петель. Равномерно убавила 10 петель. У меня осталось на спицах 44 петли. И на этих оставшихся 44 петлях я провязала резинкой 1 на 1 14 рядов. Также не переходила. Здесь на спице 3,5 продолжила вязать спицами 4 миллиметра. И провязала 14 рядов, закрыла петли также протяжкой. Аналогично связала второй рукав. Теперь по петлям. Первое отверстие для пуговицы я выполнила по резинке, 2 здесь. От начала вязания первая петля в 6 ряду и вторая петля в 14 ряду. Это резинка. Дальше по кокетке. От начала вязания кокетки, там, где я уже после 2 рядов платочной вязки начала вязать, я провязала в 22 ряду петлю. Это 3-я петля, 4-я в 30 ряду, 5-я в 54 ряду, так, и дальше уже от подрезов, когда я начала рассчитывать с 1-го ряда, в 6 ряду от подрезов. Дальше в 30 и 38 ряду следующая пара, и следующая пара 62 и 70. Всего 10 пуговиц здесь. 5 пар, по 2 пуговицы. Между пуговицами у меня 7 рядов в 8
делала петлю, а между группами пуговиц 23 ряда в 24 ряду. И так каждый раз. После последней петли 23 ряда провязываю, в 24 делаю, затем 7 рядов провязываю, в 8 вторую петлю. Потому что у вас может количество рядов с моим не совпадать, поэтому вот можно их чаще делать, можно не группами делать. Это, естественно, каждый выберет для себя сам. После этого после того, как я все связала, естественно, на этом было вязание закончено, так как швов здесь нет, все вяжется единым полотном. Я постирала кофточку в стиральной машине. Температуру поставила 30 градусов, режим быстрая стирка и отжим 800 оборотов. Добавила немножко кондиционера для белья, для мягкости. И намного мягче стало полотно после стирки. Сушила я в горизонтальном положении на сушилке в размерах чуть-чуть. Он примерно на сантиметр вытянулся в длину, в ширину все так же осталось. В длину примерно вот те размеры, которые я в начале видео рассказывала, до стирки я не измерила. Это размеры, которые после стирки... Вернее, я измеряла, но в голове оставляла у себя. Я не записывала их. Я запомнила, что у меня примерно на сантиметр в длину вытянулась сама кофточка и рукав. Может быть, около сантиметра. Потому что здесь немножко потянешь, и уже другое количество. Так что сильно в размерах оно не изменилось. Такую кофточку можно связать не только из теплой пряжи, можно связать летний вариант, можно с коротким рукавом связать из пряжи, из хлопка, допустим, или хлопок с акрилом. Любую пряжу можно выбрать. Самое главное — это связать образец, определить плотность вязания и рассчитать, сколько раппортов помещается в нужной вам ширине. В общем-то, это все. Если остались вопросы, задавайте. Желаю вам приятного вязания, хорошего настроения, всего самого доброго и до встречи в моих новых видео.